Эта история больше будет для людей, которые беспокоятся о том, следят за ними в интернетах или нет. Спойлер, да, следят. И даже когда я просто говорю и рядом лежит телефон, даже несмотря на то, что мой Wi-Fi выключен, он все равно запоминает, что я ему говорю. Потом, естественно, по этому методу мне будет показываться реклама. То есть, если я говорю о том, что «Братан, я хочу сильно поехать в Кишинев, я хочу полететь в Кишинев, Молдова, пожалуйста», все. Я даже выкинул телефон, и через 10 минут мне неожиданно начнут попадаться объявления в интернете с таким легким контекстом. Братан, вот тебе топ туристических мест. Братан, вот тебе авиабилеты. Братан, смотри, где можно классную машину в Кишиневе взять. Как это работает? И самый главный вопрос, можно ли от этого защититься? Всем привет, меня зовут Жека, на улице очень жарко, и в этом видео я хочу точно так же поговорить о жаркой теме, о безопасности в интернете, о том, как защититься от глобальной слежки, от Big Brother, который следит за нами, и о том, можно ли ему как-то противостоять. Чисто технически можно сказать, что и да, и нет, потому что вот такие вот правила игры. Отовсюду, где мы заходим, с браузеров, с мобильного телефона, с компьютера, мы везде оставляем следы. В первую очередь можно начать с IP-адреса. IP-адрес, это, значит, IP-адрес, он находится... Это штука, которая показывает фактическое местоположение. То есть, если я беру компьютер и захожу, например, на любой из сайтов, этот сайт действительно видит о том, что мое местоположение вот такое-то, и на основе моего местоположения он может подкидывать мне какие-то варианты. Ну и шо? Спросишь ты. Да ничего, просто забегая наперед, все эти данные передаются корпорациям. Google, Meta, TikTok. Они собирают данные. Понятно, что для своих целей, для того, чтобы более релевантный контент тебе подкидывать, более значимую рекламу подкидывать, чтобы, опять же, у них закупали эту рекламу таргетированную, тебе наиболее выгодное предложение закидывать. Ты покупал, как бы все в плюсе было. Окей? Окей. Но вскользь затрагивая эту тему, что эти же данные могут идти не только официальным путем, например, на рекламу, еще могут продаваться. Но если ты такой же обычный чудак, как я, тебе не о чем беспокоиться. Ну, есть у тебя какие-то ютубы, есть у тебя какие-то фотографии, пускай они будут, но если ты человек более высокого уровня, то стоит позаботиться. Я не уверен, что такие люди смотрят меня, поэтому переходим просто дальше. Есть такое понятие, как cookies, печеньки. Это вот маленькие такие следы, которые ты оставляешь на своих сайтах, и, грубо говоря, каждый сайт, который ты заходишь, он чуть-чуть подстягивает тебя, эти cookies. То есть они видят, условно, другие сайты, на которые ты заходил. Они видят, например, контент, который тебе интересен. Они вот постепенно с тебя стягивают информацию, и в том числе используют это в своих целях. И третья фишка – это цифровой отпечаток, то есть каждый сайт, вне зависимости от того, это Google, Meta и так далее, он видит твои шрифты, он видит твое устройство, он видит твой язык и так далее, набор параметров, а тебе такая полная картина складывается, то есть, ты сидишь, например, с Windows, у тебя такое-то местоположение, ты на такие-то сайты заходишь, ты таким-то интересуешься, логично, что тебе можно предложить либо вот такое, и на тебя можно воздействовать. Окей, братан, Ты мне скажешь, да? как защититься? Может быть, использовать браузер инкогнито? Да ни хрена инкогнито не работает, потому что ты можешь скрыть историю, куда ты заходил лично с твоего устройства, но большой брат все равно видит, чем ты занимался. Окей, давай я буду использовать VPN или прокси. Замечательно. Классное решение. Тем самым ты маскируешь свое местоположение, но цифровой отпечаток и cookies никуда не деваются. Возможно, у тебя такие эмоции могли возникнуть, но решение какое? Пользоваться браузерами. Ну нихера ты, блядь, классный тип. Но другими браузерами. То есть все мы используем Chrome, все мы используем Opera, еще какие-то браузеры для того, чтобы в компьютере или в твоем гаджете сидеть. Но есть особые браузеры, так называемые антидетект браузеры, которые позволяют скрыть твое местоположение, которые позволяют не собирать cookies или подменять их. И самое главное, цифровой отпечаток. Вот это вот самый важный след, по которому
которому детектят все эти браузеры, они маскируют и видят совершенно другую информацию, чем ты есть на самом деле. И здесь назревает вполне логичный вопрос: братан, а чем пользуешься конкретно ты? Окей, пожалуйста, расскажу. Для меня решение — это GoLogin браузер. С технической точки зрения они очень качественно подменяют фингерпринт, цифровой отпечаток на основе моей системы. Сайты абсолютно не палят, что за каждым новым профилем сижу я, но при этом для каждого отдельного профиля сайт воспринимает, что это совершенно разный человек, разная история. Все задачи я структурирую. Если мне, грубо говоря, нужны там в крипте какую-то суету делать, у меня везде прокси и везде профили подписаны, чтобы я ориентировался, и под каждый аккаунт новый профиль. То есть профиль можно создать, выбрать настройки, их огромное количество. Учитывая мое местоположение, так получается, что TikTok у меня, к сожалению, заблокирован. Но мне при этом нужно все равно еще видео грузить на Украину конкретно, и поэтому два охренительных решения у меня. Во-первых, прокси украинский я подключаю. Во-вторых, снова браузер меня спасает. Я перехожу, и здесь у меня все исключительно TikTok. Я перехожу в свой аккаунт, там аналитику смотрю, загружаю видосики и так далее, и так далее. Повторюсь, что отдельный цифровой профиль у меня и прокси. Охренительно еще в том числе решение, что под каждый, вне зависимости от того, какой у тебя тарифный план, у тебя дается 2 гигабайта резидентских прокси в каждом тарифе. Офигительно, офигительно. И при этом контроль над тем, какую информацию сайты хотят получить от меня. Соответственно, я маскируюсь, а и б полностью контролирую. Офигительно, офигительно. Ну и вдобавок от меня бонус, помимо 2 гигабайтов резидентских прокси, если вы хотите пощупать, поклацать, как оно удостовериться в технической, визуальной части, есть бесплатные тарифы, которые позволяют 3 профиля сделать, включая бесплатные прокси. Поэтому ты можешь выбрать бесплатные прокси, посидеть, потестить это все безопасно. Ссылка в описании. По моей ссылке, естественно, вас ждет бонус и приятные ништяки. Поэтому настоятельно рекомендую. Продолжаем, в общем. Каждый новый профиль — это фактически ты новый человек. И все это получается анонимно. Повторюсь, маскируются все необходимые параметры. IP-шник, местоположение, то есть cookies и цифровой отпечаток. Все, ты новый человек в интернете. Грубо говоря, за тобой следить невозможно. Могут ли следить создатели антидетект браузеров? По сути, нет, потому что у них есть какое-то шифрование. То есть это единственное решение, которое сейчас, в принципе, на рынке из популярных, из доступных можно себе позволить. Оно стоит там 2, 3, 4 евро в месяц. Ты несколько профилей себе зашел и пользуешься анонимно, твоя паранойя спокойно. Подводя итог, я просто скажу, что за годы информация обо мне копится, и мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то лишний раз влазил в мое личное пространство, в том числе цифровое. И кибербезопасность — это такая история, которая постоянно оптимизируется, что-то кого-то взламывается, где-то что-то происходит. Альтернативные решения есть, ими я пользуюсь и, грубо говоря, советую вам. Пользоваться или нет, время покажет. Дело такое, обезопасить себя можно. На этом все. Я желаю вам внутреннего спокойствия, чтобы внутри было классно, цвело, спокойно, легко, чтобы вот все двигалось так, как оно должно двигаться. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте все ссылки глянуть, и если что-то надо покупать, если нет, то снова подпишитесь на канал, поставьте класс и напишите комментарий, мне будет приятно. До скорых встреч, пока-пока.